в 15 лет стал трейдером. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Я, к сожалению, не знаком, по сути, со своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было там 3-3,5 года. Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Меня вперед точно гнал голод и страх. Если бы тебе спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов. Никто тебя сделает не богатым. Никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять. То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ. Ребята, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Тимур Турлов – один из самых молодых участников списка Forbes на постсоветском пространстве. 33 года и 2 миллиарда долларов. Основатель группы компаний Freedom Finance. Начал инвестировать в 15 лет. Привет, друзья! Мы продолжаем расширять аудиторию видных предпринимателей на нашем канале. Сегодня мы в Казахстане, в Алма-Ате, и встречаемся с одним из самых успешных инвесторов, предпринимателей, бизнесменов. Ну, вот он нам сейчас расскажет. Итак, у нас в гостях Тимур Турлов. Привет. Спасибо большое. Был в России, приехал в Казахстан, и здесь случился какой-то значимый успех, признание. Вот. Почему ты сюда уехал? Здесь классно. Здесь в 2 раза больше солнечных дней, чем в Москве. Здесь меньше трафика значительно. Я сначала пробовал жить в центре, когда вот еще до того, как мы начали бизнес. Потом у меня родился ребенок, мы переехали в Подмосковье. И где-то вот, наверное, лет за 5 мне так надоело ездить по 1,5 часа на работу, что я аж в Алмату переехал. Ты уехал в Казахстан, конкуренция была не такая сильная, Красного океана не было, да? Значит, какой бы ты инсайт мог бы дать вот моим подписчикам, которые бы, вот, ну, знаешь, метались бы в поисках, так сказать, счастья в этом конкурентном поле, или им вдруг вот так вот собрать манатки и уехать куда-то, где, ну, легче, а потом уже возмужав вернуться на рынок, который они хотят завоевать? Не бывает каких-то низкоконкурентных рынков с огромной маржой, легким регулированием, где тебя ждут, вот ты приезжаешь туда и бум, у тебя все получилось. Всегда есть какая-то причина, почему оно там не взлетело ни у кого до сих пор. Очень редко бывает такое, что никто не попробовал. Тем более, когда речь идет о каких-то достаточно стандартных вещах. И с одной стороны, да, это действительно оказался низкоконкурентный рынок, где много кто не попробовал. По крайней мере, не попробовал нестандартных подходов, потому что стандартные подходы там люди пробовали. Да и, в принципе, весь там розничный инвестиционный бизнес 10 лет назад, когда я приехал в Казахстан, он был очень непонятным. Подавляющее большинство людей вообще не понимало, как на этом деньги можно делать. И все считали, что это в лучшем случае бизнес каких-то огромных корпораций, и пусть они как-то сами с этим разбираются. Поэтому, с одной стороны, там надо быть готовым, что причины найдутся, но, скорее всего, найдутся какие-то решения того, как все-таки этот рынок для себя открыть. Твоя первая работа, что у тебя там получилось, как тебя вообще угораздило там вот начать зарабатывать деньги? Кто тебя вообще толкнул на это? Детская, можно сказать, вот эта вот занятость, вообще как она возникает? Далеко не все, что я хотел себе купить, мои родители могли себе позволить. Я очень болел, на самом деле, в детстве компьютерами. И я очень хорошо помню, как мама дарила какую-то на день рождения, подарила мне сначала принтер, потом сканер в следующем году подарила. Это было прям очень круто, я прям очень ждал. Планки памяти какие-то, в которые я в компьютер вставлял. Одна из моих главных потребностей, то есть мне очень хотелось, чтобы у меня были деньги заплатить за интернет. Был крайне не бесплатным, когда он только начинал появляться. И мне родители как-то были не готовы, как минимум какие-то достаточно существенные деньги выделять на эту часть жизни. Когда это было? Сколько возраста? Слушай, 13-14 лет. А когда ты первые акции, так сказать, купил? Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет, я пришел на собеседование в представительство небольшой американской инвестиционной компании. Как так? Я не пойму. 15... что это за... Что я опубликовал? Ты резюме опубликовал, там сколько возраст написал? Да, слушай, в целом, я не помню. Или не писал возраст? Я не помню, честно говоря. Я не удивлюсь, если я вообще не писал. Но мне кажется, что я как-то совсем уж сильно в резюме не врал. Я причем понимаю, что они там особо резюме не отбирали. Они пытались созвать примерно всех, кто соглашался прийти на резюме, и прогоняли через тесты потом народ. Понятно. Нормально. Тесты были несложные, тесты были не на знание фондового рынка, тесты были скорее на IQ.
Я не с какими-то выдающимися результатами этот тест решил, но решил его как-то нормально просто. Я так понимаю, что я удивил тогда хозяина компании, просто тем, что я был самый молодой. Он, наоборот, сказал, что, слушай, мне как раз вот такие вот нужны ребята, у которых глаза горят, которые еще там не испорчены ничем. Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет. Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят в примеры следующее, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, мол, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься? Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, Да? наверное, если быть честным. Мне, во-первых, для меня это такое, знаешь, заработать денег казалось мне каким-то важным инструментом социализации. Я понимаю, что в этом была логическая ошибка, на самом деле это не так работает. Но мне условно казалось, что если я стану богаче, меня будет больше девочек любить. И как ни странно, у меня так же было. Вот многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода, сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию. Можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами. Как? Кому надо отдать деньги? Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Знаешь, есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, для того, чтобы... Вот у тебя, не знаю, есть 10 тысяч долларов? Весь твой капитал. И ты имея 10 тысяч долларов всего своего капитала, ты пытаешься, придумать для себя, как заработать 1000 долларов в месяц. Но, очевидно, это... Есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Можно купить какие-нибудь бумаги Virgin Galactic, и они могут за день подорожать на 10%. А потом также приземлиться. А потом точно так же приземлиться. На 20% упасть на другой день. Может, ты знаешь, может, нет, арестовали этого одного из основателей Финика. Финики — это такая пирамида была. Но люди не знали, что это пирамида, и несли деньги. И вот почему люди до сих пор делают такие, не знаю, это даже не оплошности, а такие, глупости, что ли. Что толкает людей на это? Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. К сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 с чем-то процентов годовых, а ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог уже никогда в своей жизни больше не работать. Люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять. Вот это очень крутая версия по поводу банк. Если бы он же умнее, прозорливее, он бы сам отнес Финика, наверное, деньги. Я все-таки хотел бы, чтобы ты рассказал признаки, этих, пирамид, которые реально собирают деньги, выплачивают первое время тем, кто новые заходят, а потом куда-то исчезают. Ребят, хотя бы начните с лицензии соответствующего регулятора. В России посмотрите, есть ли у компании лицензия Банка России. Если вы подписываетесь договор с российской компанией, посмотрите, регулируется ли она. Погуглите немножко интернет, это тоже бывает полезно.
Ну, то есть взять какие-то рейтинги, да, и... Смотрите, какие-то регуляторы, если она в рейтингах бирж, торгует ли она по-настоящему акциями вообще, какое она место там занимает в этих торгах, если она говорит вам, что она эти акции продает. Если это какая-то компания по управлению активами, которая не ваши приказы будет выполнять, а сама будет как-то управлять вашими деньгами, то опять же надо провалиться и посмотреть, есть ли у нее на это лицензии, тогда у нее должна быть очень большая отчетность как раз по всем фондам, которыми она управляет. Кто повлиял максимально на то, как ты сложился? Слушай, ну, мама, видимо, в большей степени, конечно. Моя мама кандидат медицинских наук. Ну, наверное, она вот очень, безусловно, многому тоже меня научила. И мне кажется, что у меня есть очень много каких-то качеств с точки зрения выстраивания отношений и в ведении переговоров, внутреннего этикета. Я, к сожалению, не знаком, по сути, с своим отцом. Он пропал без вести, когда мне было 3-3,5 года. Во всем этом рубеже веков мне даже сейчас как-то не удалось толком выяснить, что с ним произошло. Что там было с отцом, что ты помнишь, и повлияли какие-то эти перипетии с отцом на тебя, на становление твоего характера? Ну, судя по каким-то вот отрывкам, с фрагментом, который я собирал, он был достаточно авантюрным человеком. Мне вот самое яркое воспоминание, мы с ним в Астрахани, летом был у бабушки в Астрахани. Он приехал на 2 или 3 дня. Мы с ним ходили в детский мир. Это был как раз, какой-то 90-й год, наверное. Вот там были относительно пустые полки уже. Он купил мне примерно весь детский мир. Ну, то есть вот мы ходили... Это как? Все, что в нем продавалось. То есть вот этих вот слоников, вот эту вот лошадку, вот этот пистолет, вот этот автомат. Это было для меня самого очень большим потрясением, потому что, безусловно, если моя мама, она как-то очень аккуратно рассчитывала все деньги, то тут был прям праздник такой. Вот прям все забираем вот отсюда и вот до туда. Вот мое какое-то такие самые яркие воспоминания. А что произошло потом с отцом? Слушай, он без вести пропал. Где он и как заблудился в жизни, мне сказать достаточно трудно. Там есть много разных гипотез. То есть, видимо, может, какая-то из авантюр не увенчалась успехом. Но они не жили с мамой, понимаешь? То есть там не было такого, что он в какой-то из дней ушел и не вернулся домой. Они, в принципе, не жили вместе. Он постоянно улетал, постоянно уезжал куда-то, и в какой-то момент просто не приехал. Три самых важных совета для начинающих инвесторов. Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите матчасть. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберитесь терпения. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. Будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете. Сейчас мы переходим к самому важному такому вопросу. С какой суммы, может быть, следует уже начинать? 100 тысяч рублей, 1 миллион рублей и 3 миллиона рублей. Слушай, инвестировать можно все эти деньги, и для каждого... Да просто вот сейчас, смотри, какой ближайший... Мне портфель составить? Да, раз, два, три. Сейчас мне надо будет задать им вопросы, потому что... Давай, задай мне, я их представитель. Когда речь идет об этих 100 тысячах рублей, это единственные 100 тысяч рублей, которые у тебя есть, или те деньги, которые ты выделил на это? Да, я их выделил, это вот я отложил на поиграть. Если я их проиграю, ничего не случится. Но я расстроюсь. Очень сильно, да. То есть это не часть твоей подушки безопасности. Окей. Нет, это не часть подушки безопасности. У меня еще есть 300 тысяч в подушке безопасности. Какую примерно доходность ты рассчитываешь? Какой частью этих денег на горизонте года ты готов рискнуть? Как быстро тебе эти деньги могут понадобиться? Понятен вопрос. Горизонт, давай 5 лет. То есть это большой горизонт. Заложил и не трогайте меня, я через 5 лет посмотрю и хочу, чтобы было 3 раза больше. Если через 5 не будет, пускай будет через 10 лет в 5-10 раз больше. Прикольно. Таких клиентов, на самом деле, по факту почти не существует, да? которых 300 тысяч... Я вот догадывался, что... Нет, я с удовольствием скажу, что надо делать в таком случае. Жалко, что на самом деле людей, у которых есть 400 тысяч суммарных сбережений, 300 в подушке, а 100 они пришли на фондовый рынок, никто из них не умеет мыслить таким горизонтом почти. Сколько лет примерно человеку?
Ну, человеку, он молодой, ну, такой, 28 лет. Тогда я смело бы в данном случае почти все инвестировал бы в инструменты рынка акций, так или иначе. 40% вообще смело, на самом деле, вложил бы просто в 10 текущих лидеров технологий. Ну, в общем, это в IT. индекс как бы. Да, это индекс, ETF NASDAQ. на индекс, да, какой-то там 40%. NASDAQ или еще уже. 20-25% этих денег я бы вложил в наш фонд, который у нас инвестирует в IPO, рассчитывая как раз на то, что это будет экспозиция на там, десятки уже компаний, как раз, которых там рождает фабрика Кремниевой долины, которые добираются до биржи. Не, если ты говоришь верхушка NASDAQ, там понятно, это уже зрелые бизнесы, они, наверное, выживут или уже выжили, да, они прошли долину смерти. А те, которые IPO при IPO, Нет, долину смерти они уже точно прошли с точки зрения цикла. Прошли, в подавляющем большинстве случаев у них вероятность того, что они прошли долину смерти, уже 80%. Знаешь, я 20% еще положил бы в фонд высокодоходных облигаций, еще последние оставшиеся 20%, я бы аккуратно попытался бы покупать отдельные какие-то акции с горизонтом, не знаю, там 6, 12, 18 месяцев, уже там, 1, 2, 3 имени каких-нибудь американских или российских бумаг, которые я покупал бы сам, получая, читая аналитику, которую присылает брокер. В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста. Одна из главных системных проблем в Казахстане — это тройболизм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и делу это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, не знаю, там, члены одного дачного кооператива, однокурсники. То есть там как-то мы формируем свои команды, в том числе как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. И, конечно, это другой отбор. То есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, более-менее одного типажа. Как ты решаешь программу с родственниками? Давай. Слушай, тебя же тоже осуждают. Слушай, у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, понравится специалист, берите на общих основаниях. Не понравится, шлите нахрен. То есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь супер крутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем... Волосатая лапа. Да. Слушай, я когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в 2 раза больше, зарплата у вас будет в 2 раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не, так не подходит. Когда я увидел твой продукт ипотека, я сразу подумал: был нормальный этот самый парень. Да, помогал людям, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные стратегии, снизить транзакционные издержки, и так далее. Вот. И тут вдруг бах, ипотека. Почему ипотека — это большое добро, с моей точки зрения, в целом? Ух ты!
Давай попробуем о добре и зле поговорить. Давай, да. У нас нет в 20 лет, когда мы обзаводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. У всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать в 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас. 13%, которые я вижу, там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала. Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло. Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, каждое «если» я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты, да. Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их. Нет, он их. Он их, но он полностью заложен. Да. Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется. Через год примерно, ну окей. Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру. Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же. Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. Ну, у каждого же человека есть такой запрет, ну, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел там, не знаю, в алкогольный бизнес, там, не знаю, сигаретный. Ну, там, я не говорю там про какие-то криминальные там истории и так далее. У тебя есть такие какие-то вот, ну… Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем-то, мягко говоря, не одобряешь. А вдруг ты одобряешь? Я не одобряю, в общем-то, там ни алкоголь, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, ни в банковском самом секторе, знаешь, вот хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики. И Ипотека — это уже на грани. Блин, да ну, нет, за гранью точно совершенно находится, например… Ну что за гранью в банке? Ну, вот. Кредиты с очень высокими процентными ставками. Да. Ну, то есть вот различное кредиты. микрофинансирование с очень высокими процентными ставками, когда ты, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом там через 3 месяца получить у него 200, вот оно где-то уже сильно токсичное. Скрытые комиссии, да?
неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя вот эта вот нагрузка, ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут. И потом Вот это все-таки начинает... у нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальный, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, знаешь, такое синглотизация в мире. Как ты относишься вообще вот за семью топишь? Я, безусловно, топлю за семью. Семья — это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети — это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что рано или поздно текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я, правда, верю, что семья — это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, не знаю, для меня моя жена, это моя вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом. Ты познакомился с супругой до того, как стал богат? Безусловно. Безусловно, да? Я женился, когда мне было 20 лет. Собственно, мы познакомились на работе, когда еще работали в банке. И она и я, собственно. То есть мы первый контракт с клиентом на свою компанию подписали в ноябре 2008 года. Женился я в августе. Но супруга у меня забеременела как раз где-то в конце сентября. Все в одно время. То есть все в одно время происходило. То есть я остался без своей уважаемой вполне себе работы с хорошими бонусами, большой белой зарплатой. Вместо того, чтобы приносить домой деньги, начал их оттуда уносить в довольно, причем больших количествах. Но у нас родилось 6 детей к текущему моменту. Это все. Я тебя, во-первых, поздравляю, во-вторых, это все в Казахстане уже случилось в большинстве своем? Подожди, в 2008 году это было в Москве. Да, или по дороге. Мы в Казахстан приехали как раз, когда мы переезжали в Казахстан, когда у нас родился третий. Молодцы. Будут ли твои дети наследовать бизнес? Как у тебя императив? И будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу? Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. У моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня. Так, скажи, какое? Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом — это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого. Я Маргулану Сисимбай задавал вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось. Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь? Давай по ассоциации тебе скажу. Например, 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. В России нефть качают 70 лет. Что мешает? Да. Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Что такое для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, то поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет
других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. Мы на пути какого-то развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть. В общем-то, прошли ли мы какой-то путь за последние 30 лет? Слушай, объективно мы его прошли. Могли ли мы пройти больше путь? Наверное, могли. Но это очень непросто. Я никогда не... Да я все хочу, чтобы ты кого-нибудь поругал, а ты как-то Слушай, политкорректно. Я никогда не Да голосовал. я согласен с тобой. Я никогда не голосовал за Владимира кого-нибудь Путина. поругай хотя бы так, немножко. Слушай, я никогда не голосовал за Владимира Путина, и в целом, как любой, во-первых, как минимум молодой человек, я всегда был сторонник каких-то перемен. И меня очень всегда вымораживало полное отсутствие каких-то перемен в российской политике. Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность? Я не думаю, что это прям закономерность, честно говоря. Там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так. По разным причинам у нас бы не получилось то, что получилось. И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там? Или наоборот, у тебя паруса раздуваются, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались? Знаешь, очень прикольно. Я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволиться. То есть я с одной стороны, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри этого пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что ребята, разбирайтесь дальше сами, я уже больше не хочу. Отдайте мне мои, 10 миллионов, я пойду домой. Да. То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ? Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. В какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал, и больше вообще не хочу ничего этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже. Круто. Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом? Так восхитился бы. Круто. Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то, или сказал бы? Я бы с удовольствием с ним пообщался как с человеком и насладился бы этой беседой. Да. Но скорее именно то есть ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин. Я так до конца и не смог понять. Рост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы так поругались. И такой, знаешь, Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, так сказать. А четвертого ты выбери, с кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал? Кого? Ты знаешь, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. И спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, почему он принимал те или иные решения, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек, очень неординарный, ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может посмотреть каждый и сделать так же. Поэтому, Можно сделать лучше. значит, ребят, присылайте для Тимура вопрос про деньги, про инвестиции, про финансы, про отношения. Самый вдохновивший Тимура вопрос получит приз. Будет разыграна акция Tesla, вторая акция Apple, 10 акций Virgin Galactic и один пакет — это курс, любой курс, да, с платформы Freedom Finance. Спасибо. Спасибо, Дмитрий.